Итак, декабрь 2010. Всем привет, с вами Гор. Мы продолжаем играть в The Stanley... Ой, тьфу ты. В The Beginner's Guide, да. И, в общем-то... Здравствуйте, мы продолжаем с того же самого места. Я почему-то не смог сразу с этого места начать, поэтому мне пришлось прошлую игру перепроходить. Помните, там, где еще мы на корабле, и на нас огромная дверь летела? Так, где я? Вау. Вау. Скайблок, что ли? Так, эм, откуда тут взялся этот островок? О, еще один появился. Ничего себе. Это человек. Как здорово, что... окей. С нами говорит никто. Я потерялся. Так, ладно. Что с тобой? Ты сбилась с пути? У меня кончились идеи. Нет, сюда упасть нельзя, окей. О, нет! Что случилось? Что изменилось? Окей, была машина, что поддерживала меня, но она остановилась. Я могу туда перепрыгнуть? Нет, не могу, окей. Где ты ищешь машину? Думаю, я знаю, где она. Так, это рядом. Так, подождите. Отведи же меня к ней. Так, я просто не засек время, и мне сейчас надо время засечь. Поэтому я, наверное, это момент скипну. Так, окей, я засек время, и, в общем-то, мы играем за Beginner's Guide. Я уже хочу побыстрее пройти эту игру. If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Мои ответы не имеют значения, так? Так, ладно, головоломка. Нам надо решить какую-то головоломку. Отлично. Я ее решил? Нет, не решил. Окей. Because from my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Я уже решал эту головоломку. Замечательно. Скажи, как ее решить. Сначала нужно нажать рычаг внутри. Окей, не получилось обмануть. Нужно нажать рычаг внутри. Мы все еще снаружи. Нужно нажать рычаг внутри. Так, окей, нужно открыть дверь. О. Так, ну теперь тут видно то, что ничего нет. Комната такая серая уже. Теперь нужно закрыть первую дверь, да? Ну-ка, нажать рычаг внутри хочу. Окей, нужно закрыть первую дверь. Окей, закрывай. Я могу сам это делать, нет? Окей. Теперь нажми этот рычаг. Да, изи You просто. can't talk to yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation.
If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Оу. Это мои ответы, да? Так. Нет никакой машины. Это всего лишь слова на стенах. Создание игр. Окей. Мне ничего не дают таких ответов. Делать игры очень просто. Очень просто. Это не было правдой. Окей. Создание игр заряжает меня энергией. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like, video games are not worth this amount of suffering. Так, окей, я чувствую себя намного лучше, Someone I когда я really что-то cared создаю. about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. Прошу тебя, где машина? Окей. Окей, любые жертвы всегда оправданы. I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Мой труд спасает меня. Невероятно, да-да. Я свободна. Я свободна. Типа она плачет, окей. Ой. But it didn't stop. Но это не After finishing прекратилось. this one, Ой, Coda чуть было. takes another 7 months and comes up with a new game. Через 7 месяцев. Май 2011. Я так понял, вы не видите загрузку, но меня слышите, так что я буду говорить. Окей, я уже хочу быстрее пройти эту игру, чтобы начать проходить следующую. Не буду говорить, что это за игра, но ее, в принципе-то, нельзя пройти, если честно, но мы в нее будем играть. Машина. Так, окей. Охранник, здорово. Сударыня, рад видеть, что вы благополучно добрались. Вы взяли в плен машину и ждем вас. Мы взяли. Окей. Можете начать допрос в любую минуту. Я хочу, чтобы все прошло тихо. Очень хорошо. Учтите только, что кто-то вызвал прессу, так что мы можем привлечь ненужное внимание. Есть еще кое-что. Вам следует знать об этой машине. Она называет себя Кода. Кода? Ой, пресса. Эта машина делает игры, да? Каждые 7 месяцев. And of course, it's the machine. Ты остановился. Ты прекратил питать нас. Что-то у меня тут FPS просел немного. Только благодаря тому, что ты создал, мы все как-то держались день ото дня.
Итак, вот что мы сделаем. Ты выйдешь ко всем, кто там собрался, и попросишь у них прощения. Да? Давай, машина, выходи. Я видела то, что внушает тебе страх. Раз так, я поговорю с ними от твоего имени. Окей, она работать, что ли, перестала? Красивые дома. Друзья мои. Скверные новости вынуждена сообщить вам. Машина не станет просить у нас прощения. Это не так уж важно. Мы сильнее, чем кажется машине. Боже, что со мной? Давайте докажем, что мы не жалкие неудачники. За мной мы уничтожим машину. Блин. Если это кода, то мне как-то жалко уничтожать. Воу. 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 Ой. Ой. Она зависла. What the fuck? Что это только что было, окей. Хо-хо. Я позабочусь о том, чтобы тебя помнили вечно. Ничего, мне просто ты. Разве ты этого не боишься, оказаться у всех на виду? Оказаться у всех на виду ж? Быть на виду изо дня в день вечно, чтобы тебя разглядывали в мельчайших подробностях. Here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Боже, я не хочу это все уничтожать. Мне это все. На Е тоже можно стрелять, окей. Что будет, если я вообще все уничтожу? Окей, ладно, не важно. Я не хочу это уничтожать. So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all is just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Окей. Кода, привет. Окей, как мне это сделать? Ой. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need. To be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something, I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem.
When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. Окей. Одновременно. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. О, я надеюсь, она не будет слишком долгая. Июнь 2011, и, в общем-то, судя по всему, это последняя игра. Вообще, в эту игру нужно играть без записи. Я, наверное, ее буду перепроходить второй раз. И тут очень глубокий смысл, если честно. Ну и просто надо вдумываться. Ну и ладно. Так, это лабиринт. Пойдем налево. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. О, мы если туда зайдем, эта дверь захлопнется, да. Ну ладно, выбора нам особого не оставляют. Она не захлопнулась. Отлично. This room actually has a maze in it. Оу. Ё-моё. Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise, so the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played, it actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Забавно. Мне это нравится. Окей, что будет, если я упаду? Понятно. Мне интересно, его возможно ли пройти? То есть без энтера и прям полностью пройти. Наверное, да. Так, ладно. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? За невидимым лабиринтом. Ну, то, что надо находить путь решения, бла-бла-бла. Так, что это такое у нас? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. То есть мы просто так не можем, нам надо... Оу. Это жестко. Так подбирать код. Хотя может быть... Ну, не, ну вряд ли тут что-нибудь есть такое. Может быть где-нибудь он спрятан или просто какая-нибудь головоломка. Скорее всего это просто наугад. Ну ладно. Окей. Так, идем дальше. Что у нас тут есть? Так. Так, итак. Надо упасть вниз, да? Окей. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side.
So even if you somehow brute forced your way through the first two challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Окей. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. Вообще, наверное, вон та дверь это типа конец к следующему творчеству Кода, и типа он больше не будет делать I игры. remember, it's June of 2011. I'm Точнее, playing он this for the игры very будет first делать, time. And as I'm но их playing, I'm никто не будет thinking to видеть. myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... Сюда нельзя упасть, окей. А сюда можно упасть. Нет, тоже нельзя упасть. I had been trying to, though. That was the thing. For years, I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. Окей. Идем дальше. Как-то они криво стоят, эти лестницы. Ну ладно. Окей. Тут много всего странного, я на лестнице обратил внимание. I Ну, just это felt себе. so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Окей, сюда идем. Вообще не соединяются, и без разницы, куда было идти. Ну да ладно. Окей, мне показалось, там есть дверь. Ладно. Where Так. did I screw up? Окей. Что же у нас здесь? Ну, то же самое. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. Окей. Понятно, почему он перестал делать игры. Скорее всего, потому что Дэйв показал их людям. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. Окей. Классная озвучка, мне она нравится. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Окей. Фонари. То есть это не он делал фонари, а Дэйв? О. And then you stopped. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing.
less than nothing. What does that mean? Окей, понятно. Я осознаю, что сейчас все это для тебя еще лишено смысла. И это нормально, это не моя проблема, не мне ее решать. Но я очень надеюсь, что однажды что-то в тебе щелкнет, и ты помиришься с тем, чем сейчас I'm сражаешься. afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Окей. Не говори ничего. Так, мы уже знаем, как решать эту головоломку. Тут больше стало пространства, да. That's Рычагание. why I'm releasing this collection of your work. Is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please. I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Окей. Это что, это конец? Я не знаю, сейчас слышно меня или нет. Так как происходит как во время загрузки, и, наверное, сейчас загрузка, и я не знаю, слышно меня или нет, и все такое, да. Но у меня черный экран. О, FPS-ки пошли. Вау. Так, что это? Что тут такое? Окей, идем сюда. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Так, ну и что? Что тут такого? Я что-то пропустил? Нет. Где-то дверь открытая. А, да, понимаю. Окей, что тут такое? Solution. Забавно то, что они такие красивые игры у него, и он их делает буквально не для кого. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Окей. Мы уже много времени снимаем, нам надо скорее закончить эту игру. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Песок.
омг. У меня опять черный экран и FPS зависли. А, ну вот все. Ну, в какой-то пещере, что ли, или что это? Ну, судя по всему, нам надо идти туда. Ну ладно, идем. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Окей. Это конец? Нет? Да? Нет? Я так понял, дальше надо идти. А, да, окей. Забавно. What now? Такой длинная пропасть. Я думал, он что-нибудь будет говорить, но нет, ладно. I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for. And so I'm just gonna... Окей. Пока. Пока-пока. И что это у нас? У нас какая-то пустыня. Там что-то есть. Окей, ну выглядит красиво, забавно. Правда, как-то голо, что ли, ну ладно. Мне нравится. Так, что это у нас? Что это у нас такое? Это камень, не помню точно, как он называется, и не буду говорить свои предположения. Но он похож на этот камень, расцветка именно. Но я не буду говорить, потому что если я ошибусь, это будет как-то неловко. Нам что, надо было прям туда? Ё-моё! Уже отсюда не выбраться. А, мы едем, окей. Что будет, если мы проедем? Или она остановится? Я не буду отсюда уходить. Не буду. А, она остановилась, ладно. Так. Что теперь? Красивый зал. Ну, в общем-то, идем дальше. Я думаю, осталось уже совсем немного, и это видно уже. И, возможно, вон даже конец, но я не уверен. А там не тот луч шепота, который убивает, нет? Как-то издалека похоже. Ну ладно. Поэтому мы просто идем, идем, идем. Кстати, это же сужаются стены. Ну, в общем-то, ладно. Замечательная игра, мне она очень понравилась. Понравился сюжет, который довольно-таки странно выдавался. Понравилась озвучка, все понравилось. Стилистика игры вообще. Ну да, судя по всему, это и есть тут луч. Но как-то тут все ярко, плохо видно. Ой, как тут все ярко. Ну да, это и есть тут луч. Тот же спрайтовый луч. Окей. Но мы не умерли. А, ну мы летим вверх. А, это тот же самый баг. Окей. Я опять же не знаю, слышите вы меня или нет. Ну, в общем-то... Вот теперь слышите. Лабиринт. Ох-охо. Какой же он огромный. Не уверен, то, что там дальше уже прям полностью лабиринт. Может быть, там просто картинка. Хотя нет, вроде там лабиринт. Какие же громкие звуки, ё-моё. Я надеюсь, меня слышно. Я не хочу тише игру делать, но хотя ладно. Так, окей, я сделал немножечко тише. Классно выглядит.
Ну, судя по всему, это лабиринт. И не картинка. Хотя... Это я не уверен вдалеке. Но... вообще-то прощение здесь должно быть, но... Окей. Окей. Что дальше? For R. В общем, для какого-то R я не знаю, если честно, предположить не могу. Ну и, в общем-то, титры. Мы закончили эту игру. Игра замечательная, мне понравилась. Хороший разработчик. Я играл в 2 его игры, и, наверное, он только 2 выпустил, не уверен насчет этого. Ну и, в общем-то, будет больше Дом Старого, Террарии. Террарию я тоже хочу побыстрее закончить, потому что есть другие игры. Ну и, в общем-то, будет точно 2 игры, в которые я хочу поиграть. Насколько я знаю, их даже 2 полностью невозможно пройти, но, в общем-то, они очень замечательные. И я, наверное, буду уже прощаться. Всем спасибо за просмотр. С вами был Горд. Такая долгая серия. Всем пока-пока-пока.